Какую пользу приносит вода с содой? Какими свойствами обладает вода с солью? В каких случаях необходимо использовать раствор соли и соды вместе? В этом видео вы узнаете, на что способны растворы таких обычных и знакомых веществ. Перед просмотром видео мы хотим поблагодарить всех, кто находится на нашем канале, и пригласить тех, кто еще не подписался, всем. Заранее спасибо. Вода играет важную роль в нормальном функционировании организма. Ведь тело человека состоит из воды в зависимости от возраста – от 70 до 80%. Вместе с водой в организм попадают полезные вещества и минералы, которые лучше всасываются и усваиваются, быстрее попадают в кровь и распределяются по организму. Растворы соды и соли применяются для улучшения состояния организма, вывода шлаков и токсинов, а также стимулирования метаболизма. Как пользу приносит вода с содой? Содовый раствор используется при различных патологических состояниях с целью уменьшения симптомов воспаления, восстановления водного и кислотно-щелочного баланса, а также нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Содовый раствор можно принимать внутрь по разным схемам. Раствор гидрокарбоната натрия применяется внешне для полоскания и промывания слизистых оболочек, а также для воздействия на кожу. Специально приготовленные растворы соды могут быть введены внутривенно-капельно для поддержания организма. При интоксикации и нарушении работы внутренних органов при употреблении внутрь раствор соды оказывает следующее воздействие на организм: нейтрализует повышенную кислотность желудочного сока, уменьшает дискомфорт и тяжесть в области живота, а также помогает при изжоге. Если принимать утром натощак, он способствует запуску работы желудочно-кишечного тракта и подготавливает желудок к приему пищи. Сода помогает печени синтезировать желчь, что оказывает желчегонное действие и стимулирует образование и вывод желчи. Благодаря этому она очищает клетки. Печени усиливает их функциональную активность, оказывает очищающее действие на бронхи, разжижает мокроту и способствует ее удалению. Кроме того, создает щелочную среду на слизисто-дыхательных путей, которые неблагоприятно воздействуют на вирусы и бактерии. Проходя через почки, сода помогает очиститься мочевыводящей системе от солей и песка, участвует в растворении оксалатов и уратов, помогает выводить из организма неблагоприятно воздействующие вещества, активность которых повышается в кислой среде. Таким образом, сода очищает кровь от свободных радикалов и тяжелых металлов, стимулирует рвотный рефлекс, что может быть полезным при отравлениях, алкоголем или некачественной пищей. Правильное использование раствора соды позволяет очистить весь организм. Однако следует быть осторожным, чтобы не нанести вред организму, поскольку избыток щелочи также негативно влияет. Как и кислоты, оптимально использовать раствор, сделанный из 1 чайной ложки соды на стакан теплой воды. Раствор соды может быть для местного лечения, проведения ингаляций, полоскания горла и гигиенических процедур. В таком случае раствор соды оказывает следующие действия: уменьшает боль и воспаление при болях в горле и зубной боли, не дает размножаться бактериям и грибкам, способствует выведению скопившейся слизи, снимает зуд и раздражение. Какими свойствами обладает вода с солью? Использование слегка подсоленной воды полезно, но не следует делать слишком концентрированный раствор. Хлорид натрия, то есть обычная соль, принимает важное участие во многих биохимических реакциях организма. Употребление соленой воды нормализует минеральный баланс, восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Полезные свойства соленой воды: способствует ускорению переваривания пищи, активизирует ферментативную деятельность в желудочно-кишечном тракте, помогает организму удерживать влагу, сохраняет электролитный состав, стимулирует накопление энергии, противодействует слабости и усталости, бодрит, восполняет недостаток минералов, разжижает мокроту, улучшает дренажную функцию бронхов, контролирует артериальное давление, тонус сосудистых стенок, приводит к уменьшению концентрации аллергенов и проявлений аллергии, обладает послабляющим действием, справляется с затруднением выведения шлаков, скопившихся в кишечнике, помогает при запорах. И использование соленой воды по специальной методике с применением определенных упражнений очищает кишечник и весь организм от скопившихся шлаков и токсинов. Использование соленой воды для умывания можно считать полезной процедурой для кожи. Она помогает сделать ее более мягкой,
способствует заживлению микротравм, а также уменьшает количество мелких морщин и очищает от черных точек и прыщей. Кроме того, полоскание раствором соли может оказывать противовоспалительное, противоотечное и обезболивающее действие, а также обладать антибактериальным эффектом. Поэтому такой метод может использоваться при воспалительных состояниях в полости рта и глотки. Однако стоит учитывать, что концентрация солевого раствора для разных может быть разной. Для укрепления организма рекомендуется использовать раствор, приготовленный из четверти чайной ложки соли на литр кипяченой воды. Раствору необходимо дать настояться сутки, а затем принимать натощак по стакану в течение 7 дней. После этого следует сделать перерыв той же продолжительности и повторить курс. Для очищения кишечника потребуется более насыщенный раствор столовая ложка соли на литр воды. Важно быть осторожным с употреблением раствора соли внутрь при наличии проблем с работой почек, во время беременности и для гипертоников. Поделитесь в комментариях, какой раствор вы предпочитаете использовать чаще, соленый или с раствором соды. В каких случаях следует использовать соль и соду в одном растворе? Есть некоторые ситуации, когда эти два полезных компонента можно применять вместе. Например, в домашних условиях можно приготовить глюкоза-солевой раствор для профилактики и лечения обезвоживания при кишечных инфекциях. Для приготовления такого необходимого очень полезного соединения надо отварить в литре воды 100 грамм изюма, кипятить не стоит более 10 минут, добавить чайную ложку соли без верха и тщательно перемешать, положить половину маленькой ложки соды. Теперь только осталось растворить 4 чайные ложки сахарного песка. Все вскипятить, то есть довести, помешивая до кипения, и выключить огонь под кастрюлей. Лечебный раствор, необходимый для восстановления минерального баланса, готов. Сделать можно еще проще. Растворить в литре воды. Чайную ложку соли, добавить половину маленькой ложки, питьевой соды внести и размешать 8 маленьких ложек сахарного песка. Раствор для борьбы с обезвоживанием и выведения токсинов готов. Литр такого раствора следует выпить для взрослых в течение дня. Употреблять маленькими порциями, чтобы предотвратить появление рвоты. Соль и сода помогают восстановить электролитный баланс организма. Сахар необходим для улучшения проникновения электролитов в клетки и их усвоения. Организмом раствор соли и соды также полезен при респираторных инфекциях, так как снижает симптомы ринита и фарингита. Его можно использовать для полоскания горла и промывания носа. Разведя чайную ложку каждого ингредиента в стакане воды, такой насыщенный минералами раствор имеет следующее преимущество: уменьшает образование слизи, снижает отечность, снимает боль и нейтрализует бактерии и вирусы. Однако важно помнить об ограничении дозировки. В каждом случае необходимо строго соблюдать рекомендации и консультироваться со специалистом, если возникают сомнения. Надеемся, что видео оказалось полезным для вас. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Полезные советы». До новых встреч!